Доброе утро. Биткоин несколько раз ударялся об уровень 60 700. Такие как три вершины можно охарактеризовать. Раз, два, три. И сопротивление я поставил на дне. Тут получается несколько будет уровней. Один уровень 65 тысяч. Второй уровень локальный. Вот как раз где он ударялся несколько раз. Вот 60 400, 60 800. На самом деле такая шаткая ситуация, потому что если мы пойдем ниже вот этого уровня, то скорее всего у нас будет такой сквиз хороший до уровня 55 500, о котором я говорил ранее, когда записывал видео, когда мы дошли до АТХ и спустились практически на 15%. Здесь мы можем остановиться. Если смотреть более глобально, у нас есть первый уровень 56 800, там, где мы можем остановиться перед падением на 55 тысяч, и 53 103. Мы их отметим. Это случай, если мы пойдем ниже, и откуда могут быть проторговка или отскоки. То есть вот эти уровни, мы их отметим. Многие из вас думают, что торгуя на других криптовалютах, график биткоина смотреть не нужно. Но вы ошибаетесь, поскольку, как вы знаете, биткоин, если падает, то тащит большинство криптовалют вниз. Остаются немногие, которые пампятся, и немногие, которые и так, в принципе, упали, и падать-то некуда. Все-таки я думаю, что мы можем еще прийти в эту зону 58 800, 58 400, и здесь какую-то сделать проторговку. Есть такие ощущения. Поэтому аккуратно, еще такая непонятная ситуация, где цена может еще идти вниз. Уже пытается биткоин восстановиться, но нужно смотреть за этими уровнями, и также уровнями, где биткоин может отскочить. Также вы видите, когда открываете такое приложение, что аудио почему-то растет. Некоторые Algo, МКР. На дне, если посмотреть, то тут Гала выросла. И другие криптовалюты. И вы задаетесь иногда вопросом, как же словить памп, или почему растут криптовалюты. 6:25, то есть утром сегодня, была информация, что будет листинг на корейскую криптобиржу криптовалют Algo, Audio, КРВ, БТК. Вот криптовалюта Audio, как вы можете заметить, время у нас вот около 7 часов, может быть еще сделаем 7:15, то есть это время почему-то у меня по ЮТК выставлено неправильно, потому что вот сейчас 7:05 и пишется 8, то есть, грубо говоря, вот как раз 6 часов, вот памп этой криптовалюты, информация про листинг. И, как вы видите, за 15 минут вы бы не успели что-либо предпринять, поскольку цена после откатилась на 2-4%. Поэтому торговать на новостях уже не имеет смысла, как вы уже видели несколько раз. Нужно видеть уровни, где у нас поддержка, и стараться выкупать валюту на споте и откладывать ее в пул на несколько месяцев, чтобы она вас не отвлекала. И потом, когда есть какая-то информация про ее листинг, вы понимаете, что вот они, 83%, но если вы не успели, вот ваш заработок плюс 54%. И все, вы забираете его и смотрите на коррекцию. Следующая криптовалюта Algo также отреагировала ростом в 6 часов на 79% и упала на 35%. Поэтому это очень опасные валюты в плане не как валюты, а как торговля на таких валютах. Когда вы видите какой-то ажиотаж в этой валюте, что-то кто-то листит, то есть если у вас криптовалюты не было до листинга или до этой информации, то заработать тоже очень сложно. То есть нужно выкупать на низах в уровне поддержки. И то не вариант, если цена в таком пампе растет, и вы не понимаете, да, где у вас на данный момент может поддержка быть, потому что это аномальный всплеск волатильности. И вам остается только
тогда докупать, но докупать по-умному. Не нужно докупать на всю котлету, то есть не нужно тратить там у вас $1000, и вы покупаете на 1000 здесь и ждете, вы уже в минусе. Нет, так не получится. Вам нужно прощупывать, скажем так, почву. Там, заходить даже от $10 и смотреть. $10, $10, $10 просело, там уже докупать больше. Но, опять-таки, в этих валютах, которые пампятся, я не советую что-либо делать, когда уже что-то произошло. Можно докупить тогда, когда цена совсем упала или вернулась к исходному состоянию. Но здесь нужно еще смотреть на, не скамовая ли это монета, да, что она представляет собой. Также в чате пишет про ENS криптовалюту, но на Кукон она бы стоила $30. Я когда-то про нее записывал видео. Если посмотреть график, вот желтый график, это график биткоина, то вы видите, что ENS реагирует так же, как и биткоин. И, скорее всего, она еще может упасть. То есть такие валюты можно покупать, но нужно смотреть за уровнем поддержки, уровня $45, примерно 46, да, и смотреть, если цена пойдет ниже этой зоны, то тогда цена недоупала и может еще падать. Выглядит на дне она, давайте на 4 часа. На 4 часа она вроде как выглядит и еще немного и может вырасти, да, до какого-то значения, примерно 55 тысяч. Но я бы ее, если бы докупал, то покупал по частям, там, понемногу. То есть в вашем случае я бы не рисковал большим депозитом и покупал бы от $10. И смотрел бы, вел сразу дневник, где записывал покупку, сколько она стоила, какое количество у вас этих монет и какой баланс. И потом, докупаю, тоже записывал эту информацию для того, чтобы понимать реальную ситуацию с ней. Также криптовалюта BZRX, она практически дошла до уровня 0.24, следующий уровень 0.2. Я думаю, что цена может еще проседать. И, как видите, по графику биткоина, вот на дне хорошо видно, желтый график биткоина, цена идет вниз по биткоину, и цена BZRX тоже идет вниз. Поэтому какой-то может отскок быть, но опять-таки, если цена еще, как я сказал, по биткоину просядет, то вот небольшое количество, да, снижения до 10%. Он уже вышел, да, падение, падает. На дне мы видим, как я сказал, 0.24. Вот по этой цене можно докупать понемногу. То это 10% минус. Если цена здесь не остановится, то тогда следующее это 0.2. И это минус 22% еще. Поэтому стратегия у вас должна быть своя. Вы должны не торопиться заходить в сделки. Но если заходите и хотите понять, сколько бы вы могли заработать, если бы зашли вот сейчас, тогда покупайте просто на $10 и смотрите, сколько вы могли бы заработать процентов. Информацию на телеграм-канале, где показывал свой вход по биткоину. И тогда я говорил, что я немного поторопился со входом. Цена просела даже ниже 59. Вот, но несколько раз у меня была возможность закрыть в плюс, но я не поставил, то есть не поставил сделку, в закрытие сделки, то есть не хватило мне нескольких долларов, чтобы частично закрыться. Потом я выставлял несколько информации про лучших трейдеров. Как видите, у них большие минуса, относительно большие для новичков, но контролируемые как раз этими трейдерами. Я выставлял несколько раз вот как раз этого трейдера, который АХС держит, вот эту криптовалюту. У него было здесь порядка, по-моему, 600 тысяч минус долларов. То есть он это все время держал, закрывался частично, и вот у него сейчас минус 57 тысяч. ПНЛ у него идеальный. Также трейдер 3, который торгует от миллиона, у него хорошие показатели, поскольку вот эта сделка, она закроет минус этот и этот. Ну, плюс даже вот эта сделка закроет вот эти все минуса. Далее, сегодняшнюю ситуацию с ними я уже сказал. Вот это последний трейдер, которого я показывал. ПНЛ у него очень классный. И новая сделка у него на 1 практически миллион.
второго трейдера, которого я показывал. Вот, на сегодня у него сделки, они практически все минусовые. Он торгует исключительно, в большинстве случаев это бот, но, видимо, контролируемый в закрытии. То есть вот его PNL. Нет, это PNL трейдера, который торговал, это первый трейдер. Для вас эти суммы это очень большие суммы. Для него это, да, какая-то ошибка, но не смертельно. В этом кроется один нюанс, поскольку когда люди торгуют большими суммами, они не могут закрываться по рынку, потому что они могут обрушить цену на альткоины. Биткоин, в принципе, он может отреагировать несколькими процентами, потому что там очень большие объемы. А на криптовалютах, которые маленькие объемы, если вы закрываетесь там несколько сотен тысяч, то это может быть сквиз в несколько десятков процентов. И трейдер не заработает. То есть они накапливают, в основном накапливают, и потом, выходя в плюс, они могут докупать или же частично уже распродавать, поскольку они могут распродать быстро, как я уже сказал. Когда вы торгуете, у вас, скорее всего, нету какой-то стратегии, вы заходите на бум, это неправильно, поэтому мои советы вам остаются прежними. Научитесь анализировать графики, все есть в описании под этим видео, все ссылки. Научитесь анализировать, чертить, писать и торгуйте с соблюдением рисков. То есть не торгуйте на все деньги, которые у вас есть. Если у вас есть $100, торгуйте от $10. Если у вас $1000, торгуйте от $10. Если у вас $5000, торгуйте от $10. Почему? Потому что, скорее всего, вы не вывели никакую статистику плюсовых минусовых сделок, и вам нужно тогда торговать от $10. Если у вас будет из 100 сделок плюсовых, допустим, больше половины, и в процентном соотношении, и даже в PNL, когда вы получаете, это будет больше, чем минусовых сделок, то в таком случае вы можете докупать уже не от $10, там, а минимальный ордер ставит 50 или $100. Таким образом торговать. Я такую фразу написал в группе: вы не найдете время на обучение, если не будете ставить себе цель научиться. Все будет идти, как идет сейчас, изменений в лучшую сторону не будет, пока вы не найдете время и не выйдете за границы своей зоны комфорта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поставьте цель научиться. Всем спасибо, всем пока.